мог сказать Чингук, чтобы подтолкнуть команду к действию? Почему простое признание во время тихого празднования дня рождения превратилось в нечто настолько шокирующее, что вызвало у ARMY множество вопросов и эмоций? И что этот момент говорит нам о скрытых трудностях BTS, их связи и неопределенном будущем? 1 сентября 2025 года самый младший участник BTS, Чон Чингук, отпраздновал свое 28-летие. Миллионы поклонников по всему миру отметили это событие билбордами, онлайн-компаниями и масштабными фан-проектами. Но самый трогательный и запоминающийся момент подарила не ARMY, а его друг и коллега Тэхён, который опубликовал в Instagram скромное видео с их ужина. На первый взгляд, клип выглядел так, будто двое друзей болтают за столиком в ресторане, но спустя несколько часов стало ясно, что этот момент запечатлел нечто гораздо более эмоциональное и сложное, чем кто-либо мог себе представить. Чингук, посреди непринужденного разговора, сделал признание, которое шокировало Тэхёна, а теперь и весь фандом. Его слова были неподготовленными, не предназначались для публики, но они несли в себе тяжесть многих лет личного стресса и борьбы. Как перевел Тэхён в последующей прямой трансляции, Чингук признался: «Иногда я задаюсь вопросом, смогу ли я все это выдержать, но потом я вижу любовь вокруг меня, и это поддерживает меня». Слова поразили армию как гром среди ясного неба. Золотой Макне, известный своей безупречной внешностью и неиссякаемой энергией, наконец показал трещины под поверхностью. Он спокойно признал, что бремя мировой славы иногда может казаться невыносимым. И именно это признание побудило Тэхёна сделать то, что фанаты до сих пор пытаются осознать. Вскоре после того, как слова Чингука распространились, Тэхён решил нарушить молчание. Вместо того, чтобы скрыть этот трогательный момент, он поделился признанием Чингука в прямом эфире, превратив личный разговор в послание для миллионов. Но это был не единственный сюрприз. По словам тех, кто внимательно следит за Тэхёном, он также сделал это за кулисами, лично призвав фанатов сосредоточиться не только на праздничной церемонии, но и на защите благополучия Чингука. Он подчеркнул, что Чингуку больше всего нужен не широкий жест, а утешение, сочувствие и понимание. Неожиданный поступок Тэхёна сразу же разделил фандом. Одни восхваляли его смелость не позволить трудностям Чингука остаться незамеченными, другие критиковали его, считая такое личное признание вторжением в личную жизнь Чингука. Действительно ли Чингук хотел, чтобы мир узнал о его сомнениях? Или Тэхён считал, что ARMY заслуживает услышать правду, даже если это означает раскрыть уязвимость их лучшего друга? Ситуация осложнилась еще одним обстоятельством. В день рождения Чингука южнокорейские СМИ сообщили об аресте женщины за попытку проникнуть в его дом. Этот ужасный инцидент подчеркнул опасность сосенов и экстремальное давление, с которым сталкиваются айдолы. Внезапно слова Чингука о том, что он не знает, сможет ли он все это выдержать, стали еще более пугающими, а решение Тэхёна действовать, высказаться и сместить фокус фандома стало еще более насущным. Многие ARMY признались, что плакали, осознав, что раскрыл Чингук. Фанаты завалили Уивер с письмами с любовью и поддержкой, обещая всегда быть рядом. Некоторые даже начали кампании по повышению осведомленности о психическом здоровье, вдохновленные уязвимостью Чингука и неожиданным решением Тэхёна высказаться. СМИ быстро подхватили эту историю. Корейские журналисты развлекательной индустрии спорили, не перешел ли Тэхин черту, поделившись словами Чингука. Международные СМИ назвали это редким и болезненным моментом, обнажившим эмоциональную цену славы. Аналитики расценили поступок Тэхёна одновременно как форму защиты и стратегию. Высказав свое мнение, он не только поддержал Чингука, но и переключил внимание с домашнего инцидента на важность сочувствия к айдолам. Но что действительно шокировало фанатов, так это то, что Тэхён сделал дальше. Вместо того, чтобы оставить сообщение в памяти, он добавил короткую заметку в социальных сетях: «Здоровье и счастье всегда на первом месте». Многие восприняли это как прямой призыв к ARMY уважать личную жизнь Чингука и ставить его эмоциональное благополучие выше празднований или бесконечных требований. В этой простой фразе заключался весь смысл того, в чем признался Чингук. Вопрос теперь в следующем: почему Тэхён выбрал этот путь? Было ли это спонтанной реакцией из-за беспокойства за Чингука или тщательно продуманным шагом, чтобы защитить его от опасности молчания? Некоторые фанаты считают, что неожиданное решение Тэхёна знаменует собой поворотный момент для BTS, сигнал к тому, что участники, возможно, начинают более открыто говорить о своих личных проблемах, а не продолжать скрывать их за улыбками и тщательно подобранным образом.
Другие опасаются, что эта открытость может обернуться против них, вызвав еще большее давление со стороны фанатов и СМИ. Но одно неоспоримо. Ответ Тэхёна сделал послание Чингука невозможным для игнорирования. Его выбор гарантирует, что то, что могло бы остаться личным признанием, теперь будет записано в историю. Момент, когда ярчайшая звезда К-поп признала свои сомнения, а его самый близкий друг гарантировал, что мир услышит. На фоне продолжающихся дебатов армия остается единой в поддержке. Для многих фанатов слова Чингука служат напоминанием о том, что даже самые сильные айдолы могут сдаться, даже самым прославленным исполнителям иногда нужно опираться на других. И неожиданные поступки Тэхёна, будь то похвала или критика, подтвердили одно: связь между участниками BTS – это больше, чем просто шоу перед камерами. Эта связь была настоящей, искренней и достаточно смелой, чтобы рискнуть честностью. А знаменует ли это начало новой эры открытости для BTS? Ответит ли сам Чингук на признание в ближайшие недели? Или этот момент останется напоминанием о хрупкости жизни за пределами славы? Пока что можно быть уверенным только в том, что Чингук высказался, Тэхён сделал, и армии никогда не забудут ту ночь, когда правда, слезы и шок столкнулись так, как никто не ожидал. Среди бури эмоций и заголовков, окружающих Тэхёна и Чингука, крайне важно остановиться и взглянуть правде в глаза. Не все, что становится вирусным, основано на правде. История о том, что Тэхён совершил шокирующий поступок после признания Чингука, хоть и убедительно и эмоционально насыщена, в конечном счете является историей, построенной на домыслах, а не на фактах. Именно здесь армия, СМИ и широкая общественность должны уметь отделять эмоциональную вовлеченность от подтвержденной реальности. Эта вирусная дискуссия началась с простого, но сильного жеста. Тэхён празднует день рождения Чингука очень интимно и искренне. В этом моменте видео показаны лишь два лучших друга и товарища по группе, которые делятся теплом и братством за обеденным столом. Здесь нет ни взрывного признания, ни драматического поворота, ни скрытого под поверхностью экстраординарного события. То, что увидела армия, было именно тем, что и должно было быть – любовью, дружбой и поддержкой между двумя участниками BTS. Однако в эпоху мгновенных новостей даже незначительные жесты могут превратиться в преувеличенные истории. Выражение благодарности и уязвимости Чингука, естественное для человека, находящегося под огромным общественным давлением, было превращено спекулятивными репортажами в признание. Точно так же теплый ответ Тэхёна, призванный лишь подбодрить своего младшего брата из BTS, был неверно истолкован как шокирующий поступок, потрясший фандом. Реальность проще, чище и гораздо менее драматична. Тэхён не делал заявления миру, он просто был рядом с Чингуком, как и всегда. Эмоциональные реакции армии по всему миру, слезы, ликование и тысячи комментариев были настоящими и искренними. Однако следует признать, что медиа-контент превратил этот личный момент в публичное зрелище, преувеличивая значение и воздействие того, что по сути было простым взаимодействием. Именно здесь правда и миф расходятся. Эмоции фанатов обоснованы, но истории, написанные в некоторых заголовках, не соответствуют действительности. Более того, утверждение о том, что Чингук раскрыл что-то скрытое или тяжелое в тот момент, не имеет под собой никаких оснований. Карьера Чингука продолжает процветать. Его здоровье и благополучие остаются в приоритете, а его связь с Тэхёном остается крепкой. Скрытое послание, цитируемое во многих статьях, так и не было произнесено. Вместо этого Чингук передал благодарность, уязвимость и надежду, универсальные чувства, которые каждый может испытать в знаменательный день рождения. Также важно подчеркнуть опасность искажения информации в подобных историях. Спекулятивные репортажи не только вводят фанатов в заблуждение, но и оказывают дополнительное давление на айдолов и без того находящихся под микроскопом мировой славы. Для Чингука и Тэхёна, двух людей, которые так много отдали своему искусству и своим поклонникам, превращение каждого слова или жеста в скандал рискует подорвать искренность их связи и подлинность их взаимодействия.